Друзья, приветствую! Возможно, сегодня последняя серия перед деплоем нашего продукта AI Alpha Scanner, который находит ранние активности, аирдропы, различные вейт-листы и так далее. И мы с вами подошли к интересному моменту. Мы с вами делаем фронт-энд. Сейчас прогресс проекта на своих экранах. Видите структуру, Python, базу данных, GitHub коллектор, сервис сохранения проектов, Defilama, AI-анализатор, планировщик задач, фронт-энд. Все это было сделано. У нас осталось... Здесь две вкладочки фронт-энд. У нас остался фронт-энд, дальше деплой и финальная сборка. Я напомню, что мы создаем продукт абсолютно по промптам нашего клода. У нас вышел клод 4.6, но по нему сейчас не работаем. Мы остаемся пока что на опусе в этом проекте. И наша задача, чтобы он четкий продукт создал, кликабельный, играбельный, чтобы мы могли зайти, чтобы я мог его задеплоить, и вы могли его поюзать. Так или иначе, его можно усовершенствовать очень хорошо, но этим заниматься именно в этой серии не буду. Я просто покажу, что с нуля я, ты и вообще любой человек может создать себе для личного пользования, да и для продажи вот такой интересный, крутой продукт. Микрофон у нас записывается, потому что был момент, когда я перезаписывал. Что у нас? Вот, собственно, сам продукт, как он выглядит. Я вот сейчас сканировал, было 110 проектов несколько дней назад, сейчас 124. Он находит ранние активности. Понятно, что здесь очень много мусора. Хотя он из 1000 проектов 124 нашел, даже здесь нужно выявлять лучшие. И я думаю, десяток, 10-20 проектов, которые стоят внимания. Тут есть рейтинг скоро, тут есть сайты, сразу перейти на них. Но опять же, мы сделали несколько моментов, сегодня будем дорабатывать. Что у нас прямо сейчас? Прямо сейчас давайте мы остановим серверы, чтобы дальше работать. Я открываю бэкэнд и фронтенд на разных терминалах. То есть вот здесь два терминала внизу. Здесь я нажимаю Ctrl-C, чтобы временно его прикрыть, чтобы дорабатывать, и здесь то же самое. И теперь у нас есть вот такой вот промпт, который мне уже написал. В прошлом видео мы в конце я показывал, было 94 проекта, сейчас 124. Это шаг 10, уже подходим к самому интересному, также к визуалу, к страницам, к деталям каждого проекта. Огромный промпт, я не знаю, друзья, хватит ли у меня лимита, потому что сейчас 36% потрачено, как будто бы после обновления Opus стал сильнее тратить токены. Не знаю, короче. Посмотрим. Но есть дополнительная вот такая шкала. Раздавали по $50 в токенах. Мы можем ее использовать, если закончится этот лимит. Надеюсь, хватит. Вот здесь обязательно мы режим Edit, автоматик ставим. Вставляем промпт, нажимаем Enter. Сейчас пройдет для вас секунд 5 действий. Для меня, наверное, с таким промптом минут 10. Короткая, но полезная инфа. Я выделил уникальные преимущества торговли на бирже BingX. Одни из самых низких комиссий, огромное количество торговых пар, упрощенная возможность получения VIP-статуса. Конечно же, удобный и практичный интерфейс самого приложения. И самое главное, быстрое решение любых вопросов через меня лично. Ссылочку на регистрацию я оставил в описании. А теперь продолжаем. Итак, прошло 5 минут, мы с вами видим, что наш промпт готов, наша задача выполнена, 10-й шаг. Мы можем также скопировать, я обычно так и делаю, копирую всю информацию, которую нам выдал по итогу, перехожу сюда и сюда вставляю. Но прежде чем мы это сделаем, давайте запустим сервер. Мы можем как здесь запустить сервер, справа посмотреть сразу же, либо перейти сразу на локальный хост, в браузере, обновить его. У нас есть дашборд со всеми проектами, и GitHub, и Defilama. Везде, где только нашел, есть сами проекты, на которые можно нажать, посмотреть веб-сайт. Тут, конечно, все докрутить еще нужно. Также у нас есть вкладочка, где мы можем с вами выбрать ту или иную платформу, нажать кнопочку Start, Run, и он будет анализировать. Можем нажать кнопочку Refresh, посмотреть, вот, например, L1 Signia, нажмем на нее, здесь есть GitHub, есть Twitter, есть веб-сайт, давайте перейдем на Twitter. Актуален ли он, либо нет, настоящий это Twitter проекта, либо же просто заглушка. В принципе, да, мы перешли, ранний проект, 250 читателей, и можем посмотреть. Это какой-то корейский, если не ошибаюсь, блокчейн. Я отправил информацию, которую нам дал курсор
посмотрим, какой шаг следующий он нам предложит. Он нам прислал 11-ю финальную сборку, чтобы подготовиться к деплою, но мы с вами заметили, что вкладка Source и Setting, они не работают 404. Мы можем это ему отправить, даже если вы ничего не знаете, просто так и пишите, эти вкладки не работают. Отправьте ему скриншот и посмотрим, что он предложит. Все, после того, как отправили, он предлагает создать эти страницы, потому что там есть недостающие фрагменты и артефакты. Поэтому мы сейчас вот этот промпт, который создастся, скопируем, отправим курсору, а только потом мы запросим еще раз финальную сборку вот этого промпта, так он делает уже новый. Тем временем видим, что 55%, в принципе, я думаю, нам на эту сессию однозначно токена хватит. Все, мы с вами видим, что абсолютно за один промпт Клод все сделал. Давайте перейдем, посмотрим. У нас не работали вкладочки Source. Здесь у нас все, так сказать, сайты, с которыми мы можем парсить. GitHub и API и Defilama сейчас работают. Вот оттуда все проекты нашлись. Далее у нас есть Guilds и Layer. Тут есть определенные лимиты. Мы можем подключить API, но будут лимиты. Нужно, короче, изучать это, так как у нас не углубленное, просто показать, что работает. Мы этим не будем заниматься. Здесь, помимо Guilds и Layer, вы можете абсолютно любую платформу, которую желаете, где есть свободная IP бесплатная, где вы можете подключить, зарегистрироваться, получить личный ключ. И также Zelle, его вообще нельзя, видимо, там какие-то ограничения. Но, опять же, починили. Давайте также настройки посмотрим. В настройках тоже все работает. Здесь API конфигурация, так как у меня localhost показывает локальный. Здесь есть авторефреш дашборд, определенные алерты, которые можно настроить на ваше усмотрение, и версия. Довольно все симпатично. Все, я ему отправил готовый текст, который нам прислали, и написал: давай финальную сборку перед деплоем. Пока он пишет промпт, скажу, что деплоить я буду. То есть здесь деплоя 2 будет. Иногда он один, где просто фронтенд, но если мы работаем с бэкенд, где база данных, нужно фронтенд отдельно на Versal. Но я, в принципе, думаю, вам Ишка все подскажет, если вам ничего сейчас не понятно, и все расскажет, покажет. Вот сюда мы фронтенд деплоим, а сюда, здесь я еще с Railway не работал, сейчас первый раз буду, сюда будем деплоить уже бэкэнд, это техническую часть, где все запросы, команды и так далее происходят. Конечно, по-хорошему вам нужно ваш проект, если вы его в GitHub закидываете, либо опять же на всеобщее обозрение, вам нужно проверить по безопасности однозначно продукт, потому что Ишка не всегда делает безопасность, определенные шаблоны, которых я рассказывал в Клоде, агенты, которые проверяют эту безопасность. Но сейчас мы этим не будем заниматься, потому что я просто показываю вам пример. Он рабочий, вы сможете на него зайти, но это пример, как можно делать. Ну что, ребят, я вас поздравляю. Любая ишка вам расскажет, покажет, как задеплоить. Мы не будем тратить ваше время, потому что там у каждого индивидуальный API ключи, настраивать root и так далее. Там ничего сложного нет. Пошагово расскажет. У нас готовый продукт. Если мы перейдем, все шаги готовы. Деплой бэкэнд и фронтенд я сделаю вручную. Скину в телеграм-канал ссылку уже на готовый продукт. Вы сможете зайти, поюзать, сохранить, если вам был полезен этот проект, либо же усовершенствовать, создать свой. AI Alpha сканер полностью готов. И что мы можем здесь сделать? У нас есть дашборд, который показывает по рейтингу проекта, показывает, что мы можем зайти на их сайт, можем зайти в Twitter, посмотреть, какие активности есть. GitHub метрики подтягиваются чуть попозже. Все это можно ускорить. Опять же, цель была показать, что с нуля можно создать абсолютно любую платформу. Опять же, если хотите попользоваться им, переходите в телеграм-канал. Там сегодня-завтра я выставлю уже ссылочку на деплой, где вы сможете зайти, искать проекты, что-то для себя находить, зарабатывать на дропах и так далее. Поэтому, если вам понравилось, обязательно влепите лайк, напишите комментарий. Всем пока.